Помните, как в галереях меняли названия картин, на концертных площадках отменяли Чайковского и Рахманинова, но в это же время на просторах глобальной сети набирала популярность программа одного итальянца, его зовут Давида, и колумбийки Лауры. И вопреки всему они не отказались от русской культуры. Они слушали нашу русскую музыку и делились своими впечатлениями с многомиллионной западной аудиторией. И вот я предложила Давида и Лауре стать гостями моей рубрики. И надо отметить, что они впервые дают интервью российскому телеканалу, хотя их программу уже неоднократно упоминали в наших СМИ и соцсетях. Давида и Лаура, они сейчас на связи. Здравствуйте. Когда мы открыли для себя русские песни, мы поняли, что они дают нам чувство гордости. Мы видим, с каким достоинством русские артисты исполняют музыку. И это так красиво. И слезы, они льются совершенно естественно, потому что мы чувствуем большую любовь у русских исполнителей. Ну вот, знаете, я тоже могу сказать, что когда слышу те песни, которые вы, друзья, слушаете, то тоже наворачиваются слезы. Вот, например, известная песня «Конь». Песня о коне? У нас было более 1 миллиона просмотров этой песни. Это очень сильная песня и очень красивая. Настолько сильная, что ее слушаешь сердцем. Мы идем с конем по полю вдвоем. Да, когда я даже думаю об этой песне, у меня уже слезы наворачиваются. Ну и вот, знаете, когда я смотрела на вас, я думала, ну как же эти ребята не знают русский язык и не понимают слов, но как же они могут так глубоко это чувствовать? Вот как? Конечно, потому что мы чувствуем и ту боль, которая в ней, и любовь, и артисты, которые исполняют ее. Вы знаете, я вижу, что русские артисты очень патриотичны. И да, мы читаем текст, понимаем смысл, но их исполнение передает все эти чувства даже итальянцу или колумбийке. То есть нам с Лаурой. Вот сейчас я, как Лаура, говорю об этом и мурашки по коже, потому что это так, это на культурном уровне нам передается. Да, Давиде прав, потому что ваша музыка настолько важная. Она не сиюминутная. Ее можно послушать в любой момент. Это как подключение к небу, к духовности, к тому, что находится за пределами нашего мира. И самое точное определение — ваша музыка, она из другого измерения. Она потрясающая. Как связь с небом. Вот как же приятно это слышать. Большое вам спасибо. И если честно, то мы тоже так считаем. Мы понимаем, что просто это наш язык, и поэтому мы можем так чувствовать нашу музыку. Но когда слышим такие слова от иностранцев, это, конечно, уже другое. И, может быть, просто наши песни и показывают, что такое русская душа, как считаете? Да, во многих комментариях мне пишут: ты русский, поэтому я могу сказать: я русский. Да, вот об этом я часто говорю в своей рубрике, что русский — это очень объемное, большое понятие. Русским можно быть и по духу, можно быть итальянцем и чувствовать себя русским. Да, я итальянец, но я могу уверенно сказать, что моя вторая родина — это Россия, и для Лауры это так. Знаете, нам на нашем канале иногда пишут: почему вы так защищаете Россию?
А я могу сказать, что я очень чувствительный человек, и для меня поразительно просто видеть, как в России почитают память умерших людей. Скажи, Лаура, как помнят подвиги предков людей, которых уже с нами нет? И этого мы здесь на Западе не видим. Нет, здесь человек умирает, и все кончено. А в России они будто живут вечно, потому что вы их не забываете. Друзья, спасибо вам большое. Благодаря таким людям, как вы, люди на Западе, да и мы тоже понимаем, что русскую культуру отменить просто невозможно. А мы видели, как 2 года назад началась эта волна русофобии, которая распространилась в том числе, к сожалению, и на культуру. Это невозможно. Как раз 2 года назад мы начали наш проект, когда началась война, и всегда в наших программах были русские песни. И нам не интересно, что там говорят в СМИ. Нам важно видеть, что чувствует русский человек, сколько любви у русских. И знаете, самые прекрасные комментарии оставляют только русские. И мы видим, что русские — это прекрасные люди. И я всех людей в мире призываю познакомиться с русскими. Лаура может подтвердить. Я подтверждаю. И когда мы начали этот канал, у нас была сложная ситуация. Тогда сильно болели родители Давиде. И мы можем смело сказать, что именно Россия, русская музыка, давала нам силы. Вот так. Представляете, русская музыка давала силы. Русская музыка как связь с небом. Удивительные слова. Спасибо вам большое, друзья. Это была рубрика «Мы русские». Увидимся через неделю.